All right, it's good to see you all again this evening. Снова я рад вас всех видеть сегодня вечером. I just want to thank each one who was here yesterday, Wednesday, who for making our pastor feel very welcome. Благодарю всех, кто могли быть также на служениях в среду и воскресенье и могли помочь нашему пастору почувствовать себя как дома. He was very blessed by his short time here in Ukraine. Это короткое время, которое наш пастор провел здесь в Украине, было очень благословенно. And it was a blessing for Lorianne and I as well to have our pastor from the States come all the way over here to see our Это было ministry. благословением для нас, Лориан, чтобы наш пастор приехал к нам в гости, чтобы увидеть наше служение здесь. The one thing that I regret is that he wasn't here on a Monday night. Единственная вещь, о которой я сожалею, это то, что он не мог остаться до понедельника, чтобы также поучаствовать в этой группе. Because I know that you would have enjoyed hearing from him. Потому что я знаю, что вы также были бы рады услышать от него слово. He's got a very interesting testimony. У него очень интересное свидетельство. But that'll be for the next time he comes. Ну, это мы оставим на следующий раз, когда он приедет. Hopefully you brought your material from last week because we have a little bit left. Я надеюсь, что вы взяли с собой ваши пособия с прошлого раза, потому что мы еще не совсем прошли их до конца. We're talking about friendship. We're talking about how to build right friendships. Мы с вами говорили о дружбе, о том, как правильно подходить к построению таких отношений, как дружеские. Because, Lord willing, at one point in your life, sometime, Lord willing, soon, your future husband or wife, that relationship will start with a friendship. Потому что это важно, потому что если есть на это Божья воля, возможно, она уже есть очень скоро проявится, что ваши серьезные отношения в вашей жизни начнутся с дружеских отношений с человеком. But we want to protect ourselves from clouding our friendships with improper friendships or friendships that are closer than they should be. Но мы должны быть осторожными, чтобы не омрачить наши дружеские отношения неправильным подходом к дружбе или, возможно, слишком близкой дружбой, слишком скоро. We need to protect ourselves from rushing ahead in a friendship without fully understanding, is this God's will for me? Am I to go deeper in this relationship? Мы должны быть осторожны, чтобы не бросаться с головой в какие-то дружеские отношения, без того, чтобы прежде не удостовериться, есть ли в этом Божья воля. A lot of what we talked about last week could be used for the building of a future husband-wife relationship, but also it can be used as a general guideline for our friendship with those around us. Итак, то, о чем мы говорили в прошлый раз, может быть использовано как инструкция к построению отношений с вашим будущим супругом, но также это может быть использовано как инструкция общая, инструкция к дружеским отношениям вообще. I forgot. Now, if I don't say this now, I will forget to say it at the end. I have for the last few weeks. Я кое-что забываю все время вам сказать, хочу сейчас сказать, потому что снова забуду. It's an announcement. It doesn't have anything to do with our theme tonight. Это объявление ничего общего не имеет с нашей сегодняшней темой. But August 14th to the 25th, we will have a youth camp in Закарпатье. Все поняли, о чем речь. С 14 по 25 августа снова будет проходить молодежный лагерь в Закарпатье.
Pastor has found a different base for us, and so we're going to go to a different spot, but it's still it's just a little bit west of Mukachево. Пастор нашел для нас другую базу. Она находится немножко на запад от Мукачева. But so we'll leave Sunday evening the 14th and arrive Thursday morning the 25th. Да, ну если все будет хорошо, мы планируем выехать в воскресенье утром 14-го и вернуться 25-го в четверг. The price for the trip is 2,500 гривен, and that includes everything. Цена поездки составляет 2500 гривен, и это включает все. And that also includes, we are still working on it, it's not 100%, but we are trying very hard to have a excursion to Lviv for 2 days during that time. И мы сейчас работаем над тем, чтобы в программу была также включена поездка, экскурсия во Львов на 2 дня. И сейчас еще не на 100% это все утвердилось, но мы работаем в этом направлении. So it'll be almost 2 trips for the price of 1. Поэтому это 2 поездки по цене одной. If you want more information, you can contact me or Yan. Если вам нужно больше информации, пожалуйста, обращайтесь ко мне и к Лориан. Okay, so friendships, page 21. Давайте вернемся с вами на страницу 21. It's only really been the last, say, 100 years that society has really been warring against the idea of the family. Всего лишь около 100 лет как прошло с тех пор, как в обществе начали выступать против самой идеи семьи. Many things that were without question, that weren't questioned for hundreds, even thousands of years, were suddenly put to the test. Вещи, которые в продолжении многих веков не поддавались сомнению, начали колебаться. For many, many years, hundreds, like I said, thousands of years, it was the parents of both families, both the man and the woman, who would come together, agree on the marriage, and then the two would be married. Тысячи лет существовал обычай, что родители из 2 семей договаривались между собой, и потом их дети женились. It hasn't been until the most recent future that this idea of falling in love before marriage and then marrying for love has really has become the norm. На самом деле не так давно сама идея брака по любви, да, когда 2 людей влюбляются и потом женятся, не так давно эта идея стала занимать главные позиции в нашей жизни. As we see in this first paragraph here, the idea of falling in love before marriage, it changed from learning to love the one that you did marry. То есть как бы где-то, наверное, 100 лет только эта идея изменилась, потому что до этого люди женились и после этого учились любить друг друга. No. В то время как сейчас сначала люди должны полюбить друг друга, а потом женятся. Now, it's hard for us even to think of it this way. Marrying and not being in love. Для нас даже сложно об этом думать, да, жениться или выйти замуж за человека, которого ты не любишь. I mean, I can't imagine marrying Lorianne without loving her first. И мне тоже сложно представить, чтобы я женился на Лориан, не имея к ней уже на тот момент чувств. But the idea is not to talk against falling in love before marriage.
There's nothing wrong with that. Я не хочу сказать, что это плохо или неправильно, полюбить друг друга до свадьбы. But so many people put the emphasis on we have to be in love, we have to have these warm feelings, we have to have all of this emotion before marriage. Но дело в том, что многие люди слишком большое ударение делают именно на эмоциях, которые должны их целиком захватить для того, чтобы они могли вступить в брак. And it's almost like all of that loving emotion, all of that soft, warm love, those emotions are used up before marriage, and then they get into marriage, they get after the wedding, and they find out, whoa, this isn't the same. И очень часто случается в таких ситуациях, что действительно люди, они в порыве эмоций женятся, а после свадьбы понимают, что не всегда будет так продолжаться. And they fail to continue to work on loving each other after marriage, after the wedding. И им не удается после свадьбы продолжать работать над тем, чтобы эти чувства, эти отношения строить. If you want to have a happy, successful marriage, Если вы имеете желание иметь успешный, счастливый брак, you are going to have to consciously work at loving your spouse. вам придется постоянно, целенаправленно работать над тем, чтобы любить своего супруга. That love that you felt, that you feel before the wedding, Та любовь, которую вы ощущали перед свадьбой, that is not going to always be there она не будет постоянно у вас точно так же присутствовать, unless you work for it. если вы не будете над ней работать. So we're going to look at some. We're gonna battle some misconceptions about marriage Мы сейчас that рассмотрим society pushes on us. некоторые неправильные взгляды на брак, которые нам навязывает наше общество. The first one, opposites attract. Первое, очень часто так говорят, да, противоположности притягиваются. Well, actually, the one of the things is we have to be compatible before marriage. So this is battling that thinking, that opposites attract. На самом деле мы должны как бы подходить друг к другу еще до свадьбы. The idea that society says, and even in the church, is that in some churches, is that a couple has to be compatible before marriage. So they have to. Society would say they have to live together before marriage. Let's live together for 2 years, see if it works. If it doesn't, then we go our different way. То есть идея, которая есть сегодня в нашем обществе, превалирует, которую также можно встретить в церкви, это то, что нам нужно проверить, да, подходим ли мы друг к другу до того, как мы вступим в брак. То есть неверующие люди скажут, что вам нужно пожить пару лет вместе. В церкви просто скажут, ну так не скажут, да, но все равно есть идея, что нужно проверить, как мы друг к другу подходим. The thing is, and it's not wrong to, I mean, it's good to have common interests, to have common likes. Конечно, это хорошо, когда у людей есть общие интересы, какие-то общие взгляды. But we need to understand that opposites do attract, and that usually in a marriage, husband and wife will not always match. In fact, many times they are the opposite of each other. Но мы... Now, these are the truth. Смотрите, я просто, наверное, немножко неправильно сказала. То, что у вас написаны вот эти пункты, да, я сначала сказала, что это какие-то неправильные идеи, да. На самом деле это правильные идеи. То есть тут написаны правильные, но мы будем сейчас разбирать неправильные. Я просто сама немножко не так поняла. То есть идея в чем? Что люди считают, что нужно проверить, как мы друг к другу подходим, да? А Джо говорит, что поскольку противоположности притягиваются, да, люди, которые разные, они обычно нравятся друг другу, то не могут люди идеально друг другу подходить. По-любому у них будут какие-то отличия. And you know, God, because, and here, the reason why is because God uses each other's strengths and weaknesses in the other's life. И это очень важно, потому что Бог использует слабости и какие-то сильные стороны каждого из супругов, чтобы работать над жизнью каждого из супругов, да, используя эти вот вещи. The world says we need to change
that person's weaknesses to be like my strengths, the world would say. То есть мирские люди бы сказали, что ну вот слабости, которые есть у этого человека, нужно их изменить, чтобы превратить их в какие-то более сильные стороны, как у меня. But God wants to use that weakness in my life to teach me, to grow me. Но Бог хочет использовать вот эту какую-то определенную черту характера, да, может быть, какую-то слабость, чтобы работать через супруга в моей жизни. Just like He wants to use my weaknesses, my differences in Lorianne's life to teach her. Точно так же, как Он хочет использовать мои какие-то недостатки для того, чтобы учить Лориан, чтобы работать над ее характером. And so we don't want to necessarily judge, well, is this person right for me or not right for me, based on the amount of common interests or commonalities that we have. Поэтому нам не стоит анализировать, да, какого-то человека, основываясь на том, сколько у нас с ним общего, или достаточно ли у нас с ним, достаточно ли мы похожи для того, чтобы вступить в брак. Secondly, we need to understand that, and we use this term a lot, being in love. Especially before marriage, guys are in love with their girlfriend, girls are in love with their boyfriend. Часто мы используем также такое слово, такое понятие, как влюбленность. Обычно перед свадьбой, да, жених и невеста, они ходят такие влюбленные друг в друга. But that the whole time before marriage, it actually, and it's scientifically proven, there's a chemical that is released in our bodies that we begin overlooking obvious things in the other person because of this feeling of being in love. Но когда мы в этом состоянии влюбленности, то это научно даже доказано, что в наших организмах производится специальное такое вещество, которое так на нас действует, что мы не замечаем недостатков каких-то этого человека, что мы просто не видим каких-то вещей из-за того, что мы влюблены. Before the marriage, the boy goes to the girl's parents' home, they're sitting at the table, and he's just eating away, not being real careful how he eats. Возможно, девушка приглашает, да, молодого человека к себе в гости, и вот они сидят за столом, обедают, и он, может быть, не очень красиво кушает. But she looks at him and says, with love in her eyes, and says, "Oh, isn't that cute?" Но она смотрит на него влюбленными глазами и думает, как мило. He must really love my food. Ему, наверное, очень нравится то, что я приготовила. However, 2 weeks after they're married, he's eating that way. She's going to look at him like, "You pig." Но после свадьбы, да, когда он будет то же самое делать уже в семейной жизни, она уже будет по-другому смотреть, думать, что за свинство. You see, our eyes are clouded when we're in love. Когда мы влюблены, то наше зрение, оно как бы омрачается, да, мы не видим всего. Again, being in love is not wrong. Снова-таки, быть влюбленным, в этом нет ничего But we плохого. need to be aware that love, or the feeling of being in love, can blind. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что вот это ощущение влюбленности, оно может ослеплять. Thirdly, being in love fades. Следующее, влюбленность проходит. Many times in films, in books, society would like us to see that you're so in love, you're married, and you have this happily ever after life. Иногда в книгах или в фильмах пропагандируется такая идея, да, что люди, которые поженились по любви, то потом у них начинается такой медовый месяц, который длится всю жизнь. Now, again, love, true love, should build and build. True love should continue strong. That's the desire that we want for every Christian marriage. Снова же говорю, что настоящая любовь, истинная любовь, она продолжает постоянно трудиться над отношениями. Она постоянно хочет совершенствоваться.
But that feeling of being in love, that does fade over time. Но вот это чувство именно влюбленности, оно на самом деле пропадает постепенно. But if your desire is to bless, if your desire is to help your spouse, then that feeling of love changes to a deep, genuine love. It goes deeper. Но если желание вашего сердца это благословлять своего супруга, свою супругу, давать ей что-то, то это отношение, ваше чувство, оно изменится из влюбленности в более глубокое чувство искренней любви. But of course, you put two people together with two personalities, two different sets of characteristics, two different backgrounds, and there's going to be irritations. There's going to be some sort of conflict. It's just reality. Но с другой стороны, конечно же, когда два человека с разными биографиями, с разными характерами, с разными какими-то взглядами начинают вместе жить, конечно же, возникают какие-то трения, да? Cats are cute creatures. Кошки, они очень симпатичные животные. But if you put two cats in the same room, но если двух кошек закрыть в одной комнате, for long enough, sooner or later, they're going to start достаточно долго, то обычно раньше или позже они вступают в драку. And it seems like the cats love to fight around our house. И, это пример из моей жизни, потому что у нас тут вокруг дома постоянно коты. Number 4. The desire for change arises. Появляется желание изменений. Since none of us want to change ourselves, don't like changing ourselves, our natural reaction is to want to change the other person, our spouse. Поскольку наша плоть, она не хочет меняться, то наше природное плотское желание это изменить нашего супруга. If he would only be more grateful for my cooking. Например, если бы только он был более благодарным мне за то, что я готовлю постоянно еду. If she would only keep her clothes and her things together. Если бы только она могла наводить порядок в своих вещах и в шкафу. If she wouldn't talk so long on the phone. Если бы только она не говорила так много по телефону. If he wouldn't spend so much time with his friends. Если бы он так много не проводил времени с друзьями своими. And what we do is we start acting toward the other person, or we start saying, or we start our attitudes are to change the other person to fit into what we think they should be. Что происходит? Мы пытаемся человека изменить в такую форму, которая нам кажется правильной. Мы пытаемся на него влиять и даже говорить это. The problem with this desire for change, and it's natural for all of us to have those desires. We have to understand how to battle those desires. What to do with those desires. Это желание менять другого человека, с которым мы живем, это природное желание. Мы должны осознавать, что они у нас возникают и что нужно с ними делать. But the world would tell us, well, if you have differences, then you need to get out of that. There's no reason to suffer in those differences. Мир нам скажет, если у вас так много, если вы такие разные, то просто нужно выйти из этого брака. Зачем страдать, непонятно для чего. I think I told this. Some of you, many of you were here for the previous seminar when I was talking about the husband and wife who divorced because of one simple thing. Возможно, некоторые из вас помнят, кто были на прошлом семинаре. Мы говорили, такой пример я приводил, о муже и жене, которые развелись по одной простой причине. They divorced because the husband liked the toilet paper to come off the roll,
on the front, the wife liked it to come off the roll on the back, if it was hanging on the wall. Потому что муж всегда вешал туалетную бумагу так, чтобы конец свисал снизу, а жена так, чтобы сверху. И они постоянно на этой почве ссорились. It's silly, and that was only the tip of the iceberg, but that was the final reason for them to divorce. Конечно, это была только, да, верхняя часть айсберга, но по сути, как бы, это была реально буквальная причина, по которой они не могли вместе жить. And the world says, just go ahead and separate. Everybody's doing it. It's okay. You'll find someone that will fit you better. Мир скажет нам, нет, ну, как бы, человек тебе не подходит, нет проблем, оставь его и найди следующего, который тебе подойдет лучше. And yet God wants to teach us, as I said, through the differences in our spouse. Но Господь хочет научить нас через те отличия, которые у нас есть с нашим супругом. So, with these things that the world would say, these myths that the world would push on us, from Scripture we understand that men need to love their wives. Ephesians 5:25. Да, но противоположность, да, тому, что мир нам навязывает, тем идеям, которые навязывает нам общество, мы знаем, что говорит Слово Божье. В Ефесянам 5:25. Can someone find that real quick? Кто-то может открыть Ефесянам 5:25? Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. І 33. І 33. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Husbands must commit to loving their wives. God wants it to be. It has to be something that we work at. То есть мы видим необходимость мужу посвятить себя тому, чтобы любить свою жену. And 1 Peter 4:8. И прочитаем 1 Петра 4:8. Какой? 1 Петра 4:8. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. That love that we're supposed to love our wives with, that love covers a multitude of sins. Та любовь, которой Бог призывает нас любить, да, своего супруга и свою супругу, эта любовь покрывает множество грехов. That means I don't try to change her weaknesses to fit what I want. Это означает, что я не должен стараться изменить ее слабости, чтобы она соответствовала моим стандартам. But I love her and love her and love her. Allow God to change me, and in God's time, He will change her. Но я просто люблю ее и люблю бесконечно. И через это я сам меняюсь, и по Божьей воле, да, придет время, когда и она изменится. And then we see that women must commit to submitting and respecting their husbands. О женах сказано, что они должны подчиняться и почитать своих мужей. Ephesians 5:22. Сказано в Ефесянам 5:22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. No. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Very good. Okay. The world doesn't like that word submitting, and we're going to talk more about it later on. Этому миру очень не нравится слово «подчиняться». Мы еще будем об этом говорить больше в продолжении этого курса. They link the word submitting with the idea of slavery. Вот это слово «подчиняться» они как-то связывают с идеей рабства. And yet, we need to understand that there's a huge difference. Но мы должны понимать, что существует огромная разница. God created men and women. Бог создал мужчину и женщину. But He gave order to His creation. He gave a hierarchy to His creation. Но своему творению Он дал определенную иерархию, определенный порядок. Just as there's a hierarchy within the Trinity. Так само, как существует иерархия в Троице. There's God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
And yet they're three in one. Существует Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, но они все равно есть одно. So don't be afraid when, especially you ladies, when you see that word submit. Поэтому не бойтесь, особенно девушки, когда видите слово, что нужно подчиняться. The world has totally twisted and given that a bad meaning. Потому что этот мир, он совершенно извратил значение этого слова и дал ему такие очень негативные коннотации. But if you ladies have a proper understanding of that, God gives so much peace and assurance and joy in that. Но если вы правильно понимаете библейскую идею, которая вложена в это понятие, то в этом есть мир и радость и покой. And men as well need to have a proper, us guys as well, we need to have a proper understanding of that word. Because even in the church, we misuse that verse. Нам, братьям, также важно понимать, что имеется в виду под словом «подчиняться», потому что часто даже в церкви этот стих неправильно трактуют. Oh, Ephesians 5:22 says that women need to submit to their husbands. В Ефесянам 5:22 сказано, что жены должны повиноваться мужьям. That means I can tell my wife to do whatever I want her to do. Это означает, что я могу приказывать своей жене делать все, что мне угодно. And the Bible says she has to obey. А Библия говорит, что она должна подчиняться. We're taking that verse and we're twisting it for our own Мы просто берем этот стих lusts, or our own desires. и как бы его приспосабливаем, да, к своим собственным желаниям и к греховным желаниям. But again, we're going to talk about that further in the course. Но об этом будет отдельная тема. Okay, we've got God's order for bonding in relationships. Божий порядок сближения в отношениях между людьми. Just look at this verse in 1 Thessalonians 5:23 and 24. It's written right there. Обратите внимание, тут прямо у вас написан этот стих, который нужно прочесть. 1 Фессалоникийцам 5:23-24. God orders friendship, courtship, and marriage. First emphasize spiritual oneness in friendship, then oneness of soul and engagement, and finally physical consummation in marriage. You just read the first sentence. Божий порядок дружбы, ухаживания и свадьбы акцентирует первоочередное духовное единение в дружбе, затем единство души во время ухаживания и, наконец, физическое вступление в супружеские отношения в браке. Вова, прочитай вот этот стих первый. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». Now, let's look at this next diagram, and you have it all written out there. У вас тут есть также такая схема на следующей странице. We're going to start at the bottom again. Начнем снизу. This is the type of relationship we want, especially with the one that we are looking to marry. Это тот тип отношений, которые мы все желаем иметь с человеком, с которым мы собираемся вступить в брак. Look at which area has the strongest emphasis. Смотрите, на чем тут самый главный акцент? The spiritual is the strongest in our life in this. There's freedom. We have freedom, and the type of love is agape. Тут у нас есть свобода и тип любви агапы. The strongest is the spiritual in this. В этом типе любви главной составляющей есть духовная. After that, there's the cultivation or the interests are, they can be common or. После этого мы видим, узнаем интересы друг друга, в чем они похожи с нашими. And the physical is there, the physical desires are there, but they're under control. То есть желание физических отношений также присутствует, но оно под контролем. We're going to go up to the top now. Теперь смотрим вверх диаграммы. This is how the world says it should be. А
А это то, как этот мир говорит, что должны выглядеть отношения. The spiritual is barely there. Who cares about that? Духовная составляющая очень незначительна. Они на нее особо не обращают внимания. Interests, okay, but the majority, the emphasis is on the intimate and on the lust. Интересы, возможно, как бы присутствуют, да, относительно, но главный фокус на интимных отношениях. And that's why they say you've got to live together to know if you're going to be good enough together for marriage. Поэтому и говорят люди, что нужно вместе пожить, да, чтобы узнать, насколько вы друг другу подходите. That's why if you're 18 years old and still a virgin, you're looked at, what is the matter with you? Да, и поэтому, если тебе 18 лет, и у тебя еще нет никакого опыта, то все думают, ты какой-то странный, что-то с тобой не то. This is what the world says. Is the lust, the physical is what needs to be settled first. Этот мир говорит нам, что именно физическая составляющая, она главная, и она должна быть удовлетворена в первую очередь. And yet we see that type of love is eros. That type of love is just get what I can. Этот тип любви называется эрос. And you know what? Eros is actually a self-love. It's not a love to another person. И обычно это любовь такая эгоистичная, которая направлена на удовлетворение собственных If интересов. some guy or some girl tells you that they love you and they want you to love them back, therefore they want something from you, you know right away they don't love you. Если человек говорит вам, что он любит вас, и он хочет, чтобы вы его тоже любили в ответ, соответственно, он хочет что-то от вас получить в ответ, то это означает, что это неправильный тип любви, это вообще не любовь. All they're doing is they're wanting for themselves, they're really loving themselves. На самом деле такой человек просто любит себя. Unfortunately, the majority, and it's becoming more and more in the church as well, is this middle section. Вот эта средняя секция, она очень, возможно, самая распространенная, и сейчас в церкви тоже. The spiritual, we try, but it's clouded. То есть духовная часть, мы пытаемся ее практиковать, ну так, слабовато. But we're so busy fulfilling the psychological, the needs, the interests, the infatuations, that we're missing what God's trying to say to us. На первом месте у нас стоит удовлетворение психологических нужд, интересов, как бы таких душевной привязанности, да, и тут Бог выпадает, как бы. And it's interesting, even though this middle section is the strongest, the physical isn't the strongest. Несмотря на то, что вот эта средняя составляющая, она самая объемная, да, которая касается душевных таких привязанностей. And we may even give spiritual reasons for the infatuations or for the interests that we have with each other. И мы можем даже духовным образом как-то объяснять наши отношения. But the physical will always be the second strongest. Но всегда физиология, она будет на втором месте. То есть она всегда будет превалировать над духовной. If the spiritual is not the most strongest, Если духовная составляющая не самая главная, then the physical will always be either the strongest or the second strongest. то физиология всегда будет или на первом, или на втором. This middle section will never take us to the top or take us toward the spiritual. It will always Эти drag us душевные down. отношения, душевная привязанность никогда не приведет нас к духовному. Она нас больше будет тянуть именно к плотским отношениям. A relationship that is leading to marriage needs to be based on the spiritual. Отношения, которые ведут к браку, они должны основываться на духовной составляющей. What does God want from my life? What does God want for this person that I'm interested, their life? What does God want in our lives together? Что Бог хочет от меня, от моей жизни, что Бог хочет от этого человека, что Бог хочет от нас вместе. You see, if we don't put God first, even in this relationship,
Если в вопросе отношений мы не поставим Бога на первое место, very soon we're up at the top. очень скоро наши отношения будут иметь такой характер. If God is not at the if God is not in first place before marriage, Если Бог не есть на первом месте перед свадьбой, it's going to be very hard to put him in first place after marriage. будет очень сложно поставить его на первое место после брака. Now, God does work. God does reclaim lives. God does restore lives. Конечно, Бог работает, Бог восстанавливает, Бог изменяет жизни. But, if we know the truth beforehand and we choose to go against it, coming back to that truth is extremely difficult. Но если мы заранее знаем истину и выбираем осознанно неправильный путь, то вернуться на правильный путь очень тяжело. We have 15 minutes. У нас осталось 15 минут. I had more materials to start another area. У меня есть еще материалы, чтобы начать следующую тему. Пропустили. That is for you to fill out. Это вам надо That is for areas that you see. Это You've been given examples here, у вас тут на предыдущей странице даны примеры, and this is for you in your life. а это Things that вы можете, things that God showed you in your life, а тут вы можете заполнить, что Бог открывает вам в вашей жизни. or areas that you've heard, maybe from preaching pastor. Или, возможно, вы услышали где-то или прочли то, что для вас было важно по этой теме. Are there any questions with this topic of friendship leading up to Пока мы marriage? еще не перешли к следующей теме, есть ли вопросы по этой теме, которую мы прошли, то есть которая касается дружбы и отношений, ведущих к браку? В прошлый раз хотел спросить. Да, Миша и... Есть один вопрос, я сейчас только пытаюсь его правильно формулировать. Вот развитие развращенности при выборе спутника жизни. Это предыдущая страница, которая была, да, рассматривали? Вот там где парень такой стоит. Какой номер страницы? Последний. 23. Да. То есть здесь написано вот развращенность эрос, там филио, да, и вот есть свобода агапы. Но есть один момент, такой интересный вопрос. Между мужем и женой, да, то есть как брату и сестре, уже если, например, рассматривать уже как супружескую пару, там, да, или есть какие-то чувства, ощущения, возможно, желания. Так вот как раз у мужа и с женой присутствует вот этот вот эрос. Филио — это же дружеские отношения, что-то вот. Это как три проявления любви, только они разные. Says like these all three kinds of love can be seen in the life of a married couple. So they are like three components of love. Есть, просто сейчас еще ты переведи, потому что тут есть, да, просто надо, но там есть просто места, которые указывают, из Писания, которые указывают о том, что Бог возлюбил любовью агапы, да, то есть жертвенная любовь. Есть также, люди могут ощущать какие-то, не знаю, чувства, есть какие-то дружеские, да, это уже филио, это уже другой немножко уровень. Вот. Ну и есть как бы эрос, это третий. Okay. These like these are here it says like these are bad. Почему именно там вот указано разрушение духовной решительности, интересы вот интимной близости? Good question. Good question. First of all, we need to understand this as this is before marriage.
мы должны понимать, что вот эта вот сама схема, она касается именно отношений до брака. And this phileo before, or this middle section here. Вот это, которая филео, да, посередине, которая. No. That brotherly relationship is a close relationship. Это имеется в виду близкие отношения. No. But a guy and a girl shouldn't have that close of a relationship if God isn't leading them to marriage. То есть идея в том, что значит, парень и девушка, они не должны иметь вот такие близкие отношения, как филео, если они если они не движутся по пути к браку. And here's why. A guy can do things. A guy can act a certain, or can act friendly toward a girl. Молодой человек может вести себя по-дружески по отношению к девушке. In his mind, he's acting like a brother. He's loving this girl like a brother. По его мнению, он любит ее как брат. У него как дружеские и братско-сестринские отношения. He's giving her close attention. Он ей уделяет внимание. Helping her take her jacket off, opening the door for her. Там помогает ей там одеть пальто, открывает дверь. Carrying things for her. Там помогает ей сумку нести. In the guy's mind, he's simply being a nice guy. По его мнению, он просто себя ведет как хороший парень. Thing is, in the girl's mind, she's saying, "Ooh, I wonder when he's going to get the ring." Но дело в том, что девушка в этот момент уже думает, интересно, когда он купит кольцо. She's already shopping online for a wedding dress. Она уже может себе планировать там свадебное платье выбирать. You see, a guy's mind and a girl's mind are different. Потому что мышление девушки и парня, оно очень разное. The opposite way. И может быть наоборот. The girl, just wanting to be sisterly, she can be kind of physical with the guy. Patting him on the back or tapping him on the arm. She's thinking, oh, I'm just being real friendly. С другой стороны, девушка, она может тоже как бы по-дружески общаться с парнем, при этом там часто физический контакт какой-то дружеский проявлять. The guy, however, guys like physical contact from girls. А парням очень нравится, когда девушки до них дотрагиваются. I don't know about you. Maybe I'm the only guy, but I'm pretty sure that guys like. Ну, не знаю, может вы мне возразите, может это я один такой, но я думаю, что все, наверное. I remember when Lorianne and I were courting. Я помню, когда мы я ухаживал за Лориан. I remember I loved sitting. Her parents said we could not hold hands. Ее родители сказали, что держаться за ручки нельзя. But I remember sitting very, very close to Lorianne. Но я помню, что я садился очень-очень близко. And I remember, sitting so close that our legs are touching. Да, то есть так уже совсем не оставалось между нами пространства. Lorianne probably didn't think anything of it, but for me, that was nice. Может, Лориан это было не так, она не придавала такого значения, но для меня это было очень серьезно. You see, there's things that go on in our minds and in our bodies before marriage that we're not understanding from each other, but if we're not careful, we can defraud. That means we can go beyond what we should with the other person. В нашем мышлении и в нашем теле происходят какие-то такие вещи, что нам нужно быть осторожными, чтобы не пойти дальше, чем можно. John, the disciple John, was very close to Jesus. Ученик Иисуса Иоанн, он был очень близким учеником In fact, Иисуса. it says that John was the disciple that laid on Jesus' chest. He was that close. Даже сказано, что и в Евангелии, что он возлежал на груди Иисуса. That's phileo love.
that Это и close есть, brotherly love. и есть любовь филио. Это очень близкая братская любовь. But would it be right if the girl that I like, she lays on my chest, or No. I lay on hers? Ну, было бы нормально, если бы девочка, которая, ну, какая-то девочка, да, вот так себя вела со мной, или я с ней. I'm just giving you, I want you to understand this idea, this close love. There's nothing wrong with this close love. But if it's before marriage, then it leads to this. Я хочу, чтобы вы поняли, что нет ничего плохого, да, в любви филио, но если это между парнем и девушкой до брака, да, то это может привести просто к верхнему пункту. Sorry, and maybe this is a bit early, and we'll talk about it more. But I do want to address the eros part. Мы будем об этом больше говорить позже, но я сейчас хочу тоже немножко сказать о любви эрос. We need to be very careful when we think that eros love is a part of even marriage. Of even marriage? No. Нужно быть очень осторожными, когда мы считаем, что эрос это важная, ну, это часть даже супружеских отношений. God gives a married couple the closest kind of oneness. Бог подарил супругам в браке самые близкие отношения, которые бывают. That oneness, it's very interesting. That oneness is against God's command before marriage, and yet after it's His gift. Это единство в браке, оно есть нарушением Божьей заповеди до брака, но в браке это есть дар Божий. But the idea that oneness in marriage, we are allowed to have that eros love, is a lie from Satan, and I'll explain. That idea that eros love is good for a marriage is wrong, and I'll explain. Just Идея о том, что любовь эрос это часть отношений в браке, это неправда. И я сейчас объясню почему. because eros love says that there's not, if it's in the name of love, then it's okay. Что имеется в виду? То есть любовь эрос часто, ну, она может провозглашать, что если это по любви, то все можно. The Greeks, eros love was huge with the Greeks. У греков это была очень важная любовь, да, вид любви эрос. But in their minds, anything went. There was no boundaries, there was no restrictions. They could do whatever they wanted in the name of eros love. И это означало, что нету никаких абсолютно границ, никаких ограничений. Если это во имя любви, то можно делать все. We need to understand that agape love needs to be the very foundation of our relationship. Мы должны понимать, что в основании наших отношений, любви нашей в браке должна быть любовь агапе. Agape love is always giving to the other person. Любовь агапе, она всегда дает другому человеку. Eros says, I don't need to think about the other person, I just take what I Потому что want. эрос в чистом виде это не когда человек не думает о другом человеке, And он I can- думает о себе. And I can do whatever I want. Я могу делать все, что мне хочется. But even in marriage, God gives boundaries. Но даже в браке Бог дает And определенные it's so рамки. important that we understand God's boundaries. И очень важно их понимать. Because God gives so much joy, so much peace, so much freedom when we understand His boundaries. Потому что когда мы понимаем Божьи рамки, то Бог дает нам очень много радости, мира и покоя в этих границах. If we think that eros love is perfectly fine in marriage, it's going to affect other areas of our marriage. Если мы очень большое значение придаем любви эрос в браке, то она будет влиять на другие сферы нашей жизни. Let's not confuse intimacy and oneness with eros love.
Просто не нужно смешивать единство в интимных отношениях, ставить знак равно с любовью эрос. God created that and God gave that to us, but He wants even that to be agape love. Бог это создал, Бог нам это подарил, этот вид отношений, но Он хочет, чтобы даже в этих отношениях проявлялась любовь агапе. And so, it's important that we begin the world, so much of the world's ideas have crept in to our thinking. Мирские идеи очень уже прочно обосновались в нашем сознании. And we have to fight that with God's truth. И нам нужно бороться с этим с Божьей истиной. Because when Satan, when we allow a lie of Satan to enter in one area of our life, it starts affecting other areas. Если мы позволяем лжи дьявола проникнуть в какую-то сферу нашей жизни, то она будет влиять и на другие сферы. So I hope that somewhat answers your question, Surosha. Возможно, это в какой-то мере отвечает на твой вопрос, Сережа. Частично. I don't. Again, I don't want you to think that I'm here speaking against oneness in marriage. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я тут выступаю против интимных отношений, да, или что? No, I mean, I'm trying to be as open with you all, but also as careful. I mean, we Я don't need to. хочу, чтобы разговаривать с вами открыто, но со всей осторожностью. Можно одну просто по поводу вот, может показаться для некоторых, например, из молодежи, да, что просто отношения вот эрос, да, о которых говорит Джоу, что они там просто, да, действительно, правильно Джоу говорит о том, что есть какие-то границы, да, что можно через них уйти, и это потом плохо заканчивать. У нас просто маршрутка, она мне напоминает. Хорошо. Момент просто в том, что я вспоминаю Игоря Михайловича, который очень хорошо подчеркнул эти моменты. И он сказал, что интимная близость в браке и влечение то ли мужа к жене, то ли наоборот, это нормальное явление, но это должно быть только в браке. Бояться этого не нужно, нужно понимать, что в этом еще есть какие-то рамки. Рамки, чтобы мир не влиял на то, чтобы отношения между мужем и женой не были там какие-то, скажем, как здесь хорошо написано, развращенными. Но то, что между мужем и женой есть нормальные интимные отношения и влеченность друг к другу, влечение, да, это нормальное явление. Absolutely. Absolutely. I 100% agree. То есть, чтобы вы не боялись. Но это только после брака. До брака не. Very good. Any other questions? Возможно, кто-то еще хочет задать вопрос? Ну вот смотрите, не знаю, вы дальше проходить можете эту тему. Дружит там мальчик с девочкой, все очень хорошо. И дальше что? Дальше жизни нет. Следующий этап ухаживания, да, потом свадьба. Когда этот переход идет между дружбой и ухаживанием? We're going to talk about that as we move. This is not the end of the course. Да, это еще же не конец курса, мы до этого дойдем. Gotcha. Да, я просто хотела сказать, а если вот брат и сестра, вот как себя вести правильно будет, вот, если брат, допустим, заметил и как-то хочет более узнать сестру, но как бы если он будет ходить с ней вместе, это как-то, ну то есть, и она уже придумает, что надо свадебное платье покупать. То есть, ну, у него есть намерение, ну, то есть ему подойти сказать ей, чтобы они молились вместе, и Бог открыл как-то помог им, или ему самому об этом лучше размышлять, или как-то вести себя, присматриваться на служение, или, возможно, внедряться в служение, в котором она все-таки есть, или, ну, то есть, как себя правильно вести, к чему двигаться как-то. Ну, It's interesting that 2 of the 3 questions have come from a married couple. From someone who's married. Да, интересно, что
вопросы, да, большинство задают женатые. Katya, we're going to be talking about that as well. We're going to talk about the process and Мы будем God's... очень подробно разбирать весь процесс. Please have patience. Поэтому, пожалуйста, потерпите чуть-чуть. If you are looking to get married this Saturday, come talk to me. I'll explain more. Если кто-то собирается уже в субботу выходить замуж или жениться, можете прийти раньше. If you can wait a little bit longer, we're going to talk about it. Если чуть-чуть немного можете подождать, то в следующий раз. Okay, let's stand and pray. Давайте помолимся.